Гадание для Водолея, но прежде выберем карты. Хорошо? Итак, сегодня за ваше внимание поборются Таро Висконти, гигантские карты Кроули, царское Таро сверкает золотом, привлекает внимание, Таро Кошачий глаз, где кошечки на каждой карте. А вы выбирайте. Я же прошу вашей помощи, содействия. Таро оппозиции вот в такой вот солидной коробке. А есть абсолютная классика карты Уайта. А есть новые Напо Таро. Только что я на них гадала. А есть, ну это так, дополнительная факультативная колода. Только старшие арканы с пугающими картинками. Есть вот замечательные карты. Испанское Таро, 100 штук в колоде, 2 набора старших арканов. Есть неоклассика. Какие вам нравятся? Какие вот ложатся на душу вашу водолейскую? Есть Таро цветов. Есть такой вот оракул каждого дня, очень выразительные карты, но мы их, конечно, отложим. Таро импрессионистов спешат тоже к вам. Вашему настроению какие карты соответствуют более? Как вот вы считаете? Вот Таро импрессионистов по мотивам полотен импрессионистов они сделаны. Также для Водолея можно вот, кстати, рассмотреть Таро поиска, редкие карты. У них не очень выразительные картинки, но они неплохие, такие понятные ответы дают. Есть Таро Марчити, карты для повседневной носки у меня каждый день, я и когда. Есть классического формата Таро Кроули, есть двусторонние, я сама растерялась, правда не знаю, какие для вас выбрать карты. Двусторонние карты без рубашек. Есть еще Таро 78 дверей. 78 дверей. Ну, можно тоже, да, рассмотреть для вас. Есть Таро средневековье. Очень редко я их достаю, потому что они... Ну, потому что они очень злые, да. Злые карты. Бывает такое. И многие-многие другие. Вот у меня есть еще, смотрите, какие карты необычные. Это ограниченный выпуск «Венский сецессион». Всего 3000 экземпляров. Переиздания с начала 20 века впервые переиздаются. Есть паспорт. Экземпляр у меня номер 2810. Очень необычные картинки. Очень необычный вообще строй колоды. И так трудно догадаться об их предсказательных значениях. Карты эти создавались не для гаданий. Известная художница, как раз вот участница этого Венского сецессиона, это ассоциация художников была тогда, нарисовала эти карты, создала из каких-то общественных соображений, чтобы помочь там кому-то, чему-то. Вот, и карты, вероятно, выполнили это назначение. Посмотрите, какие они красивые. Но это профессиональный художник, признанная женщина. И здесь такая правильная очень графика. Мы на них гадать сейчас не будем. Я вам просто похвастала, чтобы вы знали, что такие карты существуют. А мы продолжаем, да, выбирать. Таро классическое, не знаю. Зачем я, можете сказать, трачу ваше время? На самом деле я вас таким образом готовлю, разогреваю, готовлю к гаданию, чтобы вы настроились сейчас, успокоились, позадавали картам свои вопросы, чтобы вы четко знали, что хотите знать, какая область жизни вас больше интересует, какая меньше, чтобы вы, новые, например, зрители, привыкли к моему голосу и что-то максимально нам нужно такое авангардное, да, раз речь идет
про Водолея мы должны избегать классической школы, классических традиций и выбирать что-то с приставкой «нео». Ну, пусть будут Таро 78 дверей, с вашего позволения. Как вы считаете? Не новые карты, но, тем не менее, у них такие интересные картиночки. Всегда можно рассмотреть, что на картиночке изображено, и увидеть какие-то сокрытые смыслы для себя, сокрытые значения, которых я не назову. Да? Впереди июнь. Лето – это маленькая жизнь. В одной рекламе местной услышала я слоган, что долгие летние дни даются нам для приключений. Поэтому я вас, милые водолеи, призываю к приключениям. Каждое лето неповторимо, как любой цветок розы, да, это время роз и пионов, романтическое, нарядное, курортное, лучшее в году однозначно. Вы с этим не согласны, потому что вы, может быть, зиму любите, потому что вы зимой родились, и там ваша стихия снег и метели, но объективно это так. В июне лучше живется всем, гормоны лучше у всех работают. Так, выбрали карты, сконцентрировались. Собрались, поехали. Первая карта про работу, которую вам расскажет. Вот, первая. Ну, средненькое начало, я вам так скажу, пятерка мечей вам выпадает. Сидит женщина, понурая, явно она не рада жизни. И сидит она на крылечке, то есть ее выставили за дверь. Вот готовьтесь в каком-то смысле, в работе, в бизнесе, в творчестве, может быть, вас выставят за дверь. Может, и не выставят, но вы себя так почувствуете. Эта карта описывает чувство непризнания, что вас не оценили, что с вами дурно обошлись, что кто-то некрасиво себя повел. Часто карта описывает буквально ссоры, конфликты, ну вот и неприятности вот такого рода. Она советует вам в дрязги не ввязываться, в дрязгах не участвовать и не поддаваться на провокации, какими бы они ни были. Если вы в июне планируете найти новую работу, пока не знаю, но пятерка мечей предупреждает, что, например, вас ожидает какое-то неприлично стрессовое собеседование. Я знаю, что сейчас такие бывают, что, может быть, будущий работодатель какой-то потенциальный или рекрутер будет с вами откровенно невежлив. Вторая карта на работу. Ну вот она уже совсем другая, это карта сила. Ключевое слово здесь всего много. Ключевое слово много. То есть эта карта действительно говорит, что вот в теме работы будут какие-то ресурсы обильные, всего много, через край времени, энтузиазма, желания, денег, задач в конце концов. Прекрасно же, да? То есть работа будет, вам будет чем заняться. И это продвижение в бизнесе, это тоже определенные нагрузки. Карта сила про деньги. Да-да. Говорит, что ваша работа будет напрямую как-то связана с заработками. А еще эта карта очень настойчиво описывает какие-то переговоры вам на тему работы. Вот помните, только что я вспомнила какое-то собеседование, да? И вот карта сила описывает любые ситуации, в которых вам надо понравиться кому-то, кого-то покорить, что-то завоевать, проявить хитрость, но и несгибаемость одновременно. И карта сила советует ни в коем случае не ходить прямым путем, ну, в лоб, там, правду не говорить, не бороться за свои права откровенно и не взывать к справедливости, никого не совестить. Да? Это карта дипломатов. Советует она вам проявлять хитрость и стрессоустойчивость. Вот видите, что вас ждет. Карты обе очень эмоциональные и просят, да, вас как-то подстраиваться, ходить между струйками,
потому что будут возможности и денежные, возможно, это новая работа с большой зарплатой. Но эти возможности ухватят только хитрые водолеи, а принципиальные и прямые обожгутся и услышат критику и претензии только к себе. И еще одна третья карта вам тут выпадает. Какая? Опять пятерка. Пятерка пентаклей. Карта дефицита. Она описывает разную нехватку. Что вот здесь хотел сказать художник? Какой-то дедушка сидит в поликлинике, что ли. Ну, в общем, на нем залатанная какая-то одежда. Явно он какой-то не процветающий такой. Вот. Ну, основное значение карты – это именно нехватка денег. Это карта денежного дефицита. Вот. На работе, в бизнесе у вас идут разговоры или переговоры о деньгах. И причем это переговоры, которых вы не хотели. То есть нет хорошей жизни, а потому что действительно надо. Это не ссоры, нет. Это скорее более такое сокрытое, более утонченное, что ли, более изящное какое-то противостояние. Вот. Пятерка пентаклей часто описывает еще и какую-то нуждаемость. Вот это момент, когда вы очень нуждаетесь в понимании, в поддержке какого-то человека, может быть, в чьей-то протекции. Не хватает собственных сил добиться большого. Есть ли здесь карьерный рост? Пожалуй, нет, потому что слишком много всего не хватает. Есть ли здесь, ну, например, большая радость, счастье от общения с коллегами и начальством? Пожалуй, что тоже нету. Все хромает. Вот еще пятерка пентаклей. Не зря же это дедушка с палочкой. И на ней всегда вот в классических картах рисуют людей с костылями. То есть все как будто бы хромает, все слишком шатко. Не время для подвигов, скорее время сохранить свое, то есть не ввязаться в большой скандал, и то уже будет хорошо. Дальше деньги, доходы, расходы водолея. Первая карта, старший аркан, Луна. Это Луна. Тайны она описывает, неясности и разные зыбкие состояния. Ну, в деньгах желательно этого избегать, да, лучше все-таки деньги иметь посчитанные, и ситуации денежные пусть будут какие-то ясные, понятные в жизни. Вот карта Луна говорит, что большой есть риск запутаться с деньгами, либо обмануться, даже стать жертвой обмана. Чего-то придется ждать. Карта эта очень статичная, она призывает думать, вызывать к интуиции. Кстати, часто же вот такие рациональные денежные вопросы разрешаются именно нерациональными путями, какими-то интуитивными. У водолеев, кстати, очень развита интуиция. Часто, однако, она плавно перетекает в фантазии. И вот эту границу надо видеть. Если видите, если водолей научился видеть границу между подсказками интуиции и собственными снами, это уже полдела. Это уже очень хороший почин, да, для счастливой какой-то судьбы. Поэтому обман денежный может быть. Причем большой-большой. Если все-таки обман по Луне состоится, если вы его не пресечете на корню, то это будет большой обман. Знаете, такая мистификация с декорациями и ролями чьими-то. Иногда карта описывает период времени длиной в месяц. Лунный месяц, который по продолжительности почти совпадает у нас с календарным. Месяц – это как какое-то денежное задание или какое-то денежное мероприятие на месяц, которое рассчитано на месяц. Контракт на работу на месяц. Да, это может быть сезонная какая-то работа. В течение месяца вам должны, например, что-то выплатить. В общем, вот идет какой-то такой счет. Дальше про деньги. И водолея это будет
Карта справедливость, тоже старший аркан. Все серьезно, все... Нет, эта карта, простите, я плохо вижу при таком освещении. Карта повешенной, да? В данном случае, кстати, аналогичное значение может иметь. Карта очень медленная и статичная. Первое, что она исключает, это быстрое продвижение ваших денежных дел, то есть быстрое решение денежных вопросов. Если вы сейчас что-то покупаете или продаете в преддверии крупной сделки, если вы рассчитываете на вот такое вот активное денежное движение, на большой денежный оборот в бизнесе, например, то скорее не рассчитывайте. Карта повешенной – это карта несвободы, на ней всегда изображен человек со связанными руками и ногами. Это ваша несвобода получить деньги или заплатить деньги, или распорядиться деньгами. То есть вы в какой-то жертвенной позиции оказываетесь относительно вашего кошелька. Карта часто описывает вынужденные большие траты. Это может быть покупка, которую вы не планировали и которая сильно истощает ваш бюджет. Но будьте очень внимательны, потому что рядом карта Луна. В конечном итоге эта покупка может оказаться ненужной. То есть это следствие заблуждения. Мы все переживаем такие ситуации в жизни, правда? Когда тратим деньги, и часто большие, на то, что сильно необходимо. Только потом понимаем, что это было напрасно. И вот вы очень близки к этой ситуации будете в июне. Видите, вынужденные какие-то страдания, жертвы, денежные вложения. Но оправданы они или нет, непонятно сейчас, непонятно. И ожидание, Луна ожидание и повешенное ожидание. То есть ждать результатов, когда вам огласят там, не знаю, какой-то вердикт, какое-то, может быть, судебное решение, связанное для вас с деньгами. Ждать, когда начальство огласит свое решение, связанное с вашей будущей зарплатой. И ничего не можете сделать, потому что ничего не знаете, потому что ничего не понятно. Все как будто бы в тумане. И очень много рисков. И вырваться из этого достаточно сложно. Карта повешенной советует, что не сбрасывать с креста, креста. То есть для вас эти денежные обязательства, даже вновь возникшие, могут выглядеть как крест. И это нельзя, важно не бросать, важно терпеть, продолжать, ждать, думать, как-то очень философски и осознанно к этому относиться. В общем, все по-взрослому. Третья карта расскажет вам про деньги. Ожидаемо вообще-то. Туз кубков, посмотрите, какой особенный сценарий эта троица вам описывает. Туз кубков – это вообще-то подарок, это счастье. То есть вот такое решение предлагается любой денежной проблемы. Вы сидите, соглашаетесь со всеми жертвами, обязательствами, никаких самовольных поступков, никакого нетерпения и трепета, а в итоге судьба вас за это терпение как-то вознаграждает. Туз кубков, единственное, в чем проблема, редко описывает подарок материальный, то есть сами деньги. Скорее, здесь идет подмена. Ожидаемые деньги заменяются подарком какого-то эмоционального или духовного уровня или свойства. Представляете, как вот тонко здесь все на самом деле. Карта описывает тот случай, когда спасибо Господи, мы говорим, что взял деньгами. Вам предстоит в июне обменять деньги на иное благо. Представьте. Жизнь полна таких ситуаций. Не привязывайтесь к деньгам, пожалуй, здесь. Не сожалейте о тех, которые придется потратить, потому что не зря. Это будет очень даже не напрасно. Но вообще туз кубков – это, конечно, хорошая карта, которая
возможности, обновления, обещает чьи-то предложения, то есть это какое-то денежное предложение может к вам вдруг прийти взамен утраченных или потерянных денег, или потраченных напрасно. Приходит у вас какое-то новое предложение, может быть оригинальное и спорное пока, но далеко идущие какое-то. Большие карты, то есть события июня, именно денежные, на судьбу повлияют и заставят думать и как-то оценивать себя и ситуации, с масштабом. Дальше любовь. Июнь, безусловно, это романтический месяц, время курортных романов. Я вам всем, дорогие водолеи, желаю, если не курортного романа, то хотя бы курорта, хотя бы посещения курорта. 3 карты на любовь. Подумайте о своем. Раз. Первая карта. Ой, 10 жезлов. Такая не в любви-то, в общем, неуместная. Потому что эта карта в основном про работу, про карьеру, про всяких разных гордецов. Отсылку она дает к трудностям и гордости. Нагрузка какая-то вас ждет в любви. Это трудные отношения могут быть. Или по факту трудная работа, какие-то трудные задания, связанные с романтическим или брачным партнерством. То есть, в общем, смысл карты не пугающий. Она говорит, что вы в связи с любовью, с какой-то сердечной привязанностью возьмете на себя почти непосильные обязательства. И будете очень стараться завоевать, например, чье-то сердце, чье-то внимание. Будете стараться отличиться. Эта карта задает очень высокую планку. Вполне возможно, вас ждут новые отношения или длящиеся отношения, в которых надо стараться. Может быть, даже как-то тянуться до партнера. Я всем желаю именно таких отношений. Никогда нет смысла встречаться с человеком, до которого надо опуститься, да? Которого или надо подтянуть до своего уровня. Поверьте, эта работа очень неблагодарная. Парня надо выбирать только такого, на которого вы смотрите как на икону, чтобы ему соответствовать, расти, что-то читать, что-то узнавать и становиться каждый день лучше. Вы, даже если отношения в итоге прекратятся, а вы по итогу просто станете лучшей версией себя и никогда об этом времени не пожалеете. А вот если вы потратите силы на реконструкцию и на лепку чего-то из того, что было, то об этом времени вы обязательно потом пожалеете. Вот видите, опять тема для очередной моей программы «Вопросы и ответы». Давайте запишем, вспомним и мне напомним, что нужно об этом обязательно поговорить. Да? Люди, до которых мы тянемся, или люди, которые никогда не дотянутся до нас. В этом злая, мне кажется, шутка судьбы, потому что встречаются все время либо те, либо другие, и оба варианта тупиковые. Ну вот 10 жезлов, она про это. А может иметь, конечно, прикладной смысл, что вам придется вместе или в паре, или ради пары физически что-то делать. Не знаю, новый жених отвезет вас дачу копать. Сейчас же как раз такое время, когда копают землю под огороды. Вторая, да, кстати, это карта работы. Любовь с работой может быть сильно связана. Не служебный роман, но встретили человека на работе. Или по дороге на работу, это тоже считается. Вторая карта про любовь. Ли. Туз пентаклей. Очень хороший. Вот видите, у вас, несмотря на такой противоречивый прогноз, все-таки тузы присутствуют. То есть июнь наполнен возможностями, каким-то волшебством. Туз пентаклей. Ох, ценность какая-то. Это ценность, это возможность иметь отношения такие, безусловно, ценные для вас, полезные. Ценные во всех смыслах. Я не буду здесь до каких-то утилитарных
вещей скатываться, но ценные. Все понимают, что это такое. Вот видите, опять некая ценность, за которой нужно стремиться, которую нужно, может быть, заслужить. Хотя тузы – это, в общем, подарки судьбы, которые сваливаются. Что мы видим здесь на картиночке? Мне очень нравится эта картинка. Новый дом, счастливая, богато одетая женщина с ключами от этого дома. Эта женщина здесь вы. Туз пентаклей – это возможность брака, это возможность въехать на свадебном кортеже в новый, роскошный, какой-то дорогой дом. И карта тоже говорит, что ловите эту удачу, не пропускайте, старайтесь. Где-то очень жирный такой шанс вас ждет, связанный с любовью. Возможность, шанс, который редко в жизни дается. Третья карта на любовь, Водолею. Это получается у нас рыцарь кубков. Прекрасно. Нет более уместной карты, когда мы спрашиваем про новые знакомства, потому что паж кубков – это как раз новое знакомство. Он называется вестник истинной любви, посланник истинной любви. Новое чувство родится в вашем сердце, надеюсь, ответное. Это новое знакомство. Поэтому для одиноких водолеев прекрасные новости, для неодиноких, ну, может быть, тоже прекрасные. Хотя, если ваша история продолжается, уже любовная, или брак даже продолжается, то паж кубков обозначает с такой же уверенностью возрождение чувств, какую-то их перезагрузку, возвращение, любовное письмо, признание, телеграмма, какой-то подарок. Ну и вообще проявление, знаете, такой вот вопиющей романтики идет по этой карте. Представили, да, себе? Вот. И, конечно, таким отношением, такому чувству своему и чужому нужно сердце открывать. Что здесь на картинке нарисовано? Вот этот вот человек ищет посредством лозы виноградной воду, ну это я так понимаю, или сажает он что-то. Нет, я думаю, что он именно ищет воду, источник. И вам тут карта советует найти и припасть к этому источнику чувства. Ищите и найдете, понимаете? Вот. Это очень воодушевляющее гадание, очень воодушевляющий прогноз для всех. Буквально в какой бы стадии отношений вы ни находились, в начале, там, в середине или вообще еще только ждете знакомства. Это и большие возможности, причем со всех сторон. Романтика плюс гордость за себя и за партнера, и плюс серьезные намерения и очень плотные материальные тылы. Мне кажется, это такая триада, которая удовлетворит кого угодно. И теперь семья, ваш дом, квартира, недвижимость, родственники, приватная жизнь. Первая карта – паж мечей. Паж мечей описывает человека. Во-первых, конечно, это фигурная карта, да? Это человек, молодой человек, капризный. Возможно, ваш ребенок, любой другой родственник, который, например, приехал поступать и у вас поселился на время экзаменов. В общем, это молодой человек, с которым, ну там уже дальше по сценарию вас ждут непонимание или понимание. Это человек во всех случаях причастный к вашей семейной жизни, домашней, достаточно умный и несущий какую-то идею. Вот если паж кубков, мы до этого говорили, несет чувство, все пажи что-то несут. Даже на картах, обычно в классических колодах, они вот так вот что-то протягивают, прям что-то несут. И вот этот несет чувство, эмоции, а этот несет знание. И паж мечей описывает часто
какую-то озаряющую сверхмысль о том, что вам надо поменять дома, или что вам надо поменять дом, или что вам нужно создать семью, наконец, уже пора, да, тем более, что все предпосылки есть. Это письмо, это телеграмма, это какое-то сообщение, ну, пронзающее, может быть, альтернативное какое-то. Это то, что не воспринимается как однозначно хорошее, но является таковым все равно по факту. Это, кстати, очень водолейская карта, паж мечей, потому что это портрет водолея, любого истинного водолея, это паж мечей. То есть это задиристый человек, несколько истеричный, несколько такой капризный и незрелый во многом, но человек очень умный и очень альтернативно мыслящий, несущий свет знаний, свет идей в массы. Водолеи родятся такими. Уже жизнь их потом может обтесать под любую формочку, да, но вот родятся водолеи такими. Вот. Задира с нестандартными мозгами. Дальше про семью. Умеренность карта. Очень хорошая при этом. Достаток описывает и разные долгосрочные проекты. Она говорит, что вам предстоит вступить в какую-то такую благополучную и, главное, содержательную и, главное, долгую полосу жизни. Описывает начало нового этапа. Новый этот этап жизни семейной выглядит как путь. Карта может описывать замужество, собственно, момент создания семьи, в котором вы договариваетесь сами с собой и с окружающими, что будете вместе в болезнях и в здравии, в бедности и в богатстве. Карта умеренность очень добродетельная. Если мы говорим про эмоции и отношения в семье, вот между родственниками, если у вас это горячая тема, она советует всем все простить и советует очень по-доброму вообще относиться к людям и к делам, которые где-то вот на работе, простите, дома вас окружают. Умеренность – это, ну, это и избыточность, конечно же, семейного бюджета. Но самое главное, конечно, это долгосрочные затеи. Вот именно долгосрочные. Ребенок поступает в институт, например, у вас этим летом. Это долгосрочная затея, да? То есть вся жизнь всей семьи будет подчиняться какому-то уже другому графику, распорядку. Вот. Как минимум на 5 лет или 6, где как учатся. Карта может обозначать и смену дома, хотя здесь колес нету, дороги напрямую нет, но все равно вот новый этап открывается, новый этап с новым жильем, с новой квартирой, с новой жизнью открывается. Третья карта здесь какая у нас будет? Это рыцарь мечей. Вот видите, все-таки к мечам возвращаемся. Есть и большая какая-то уверенная ценность у вас здесь, и есть мечи, близость непонимания или близость конфликта. И вам придется выбирать, как-то балансировать в этой истории, в какую сторону вы склонитесь. Выберете ли вы поссориться и пока не дружить и, может быть, даже делить что-то, имущество или власть в семье, или какие-то права. Либо вы выберете успокоиться, так философски настроиться, всех простить, всех понять, всех оправдать и двигаться дальше. Ну, паж с рыцарем вместе, вот этой масти мечей обозначают, да, очень близкий конфликт, какой-то близкий, которого можно, ну, с переменным успехом избегать или не избегать, принимать его. Карты очень эмоциональные вам выпадают на дом. То есть дома будете переживать, эмоции расходовать. И ни слова про материальные хлопоты. Хлопоты только об отношениях, о взаимопонимании, о
чьей-то вине, например, о раскаянии. И одну карту я хочу вам достать из вот такой вот, ну, совсем уж необычной колоды. Здесь только старшие арканы, маленький такой набор, но хорошие карты с выразительными картинками. Совет Водолею на июнь. Какой он будет? Страшный суд. Да, суд, вернее, правильно, карта это называется суд. Смотрите, как здесь герои веселятся, услышав звуки небесной трубы, да, то есть как-то по-другому, да, совершенно альтернативно художник видит это событие, это явление, но карта суд обозначает приход чего-то долгожданного и неожиданного одновременно в вашу жизнь. Вот именно так это звучит, как сцена страшного суда. Все знали, что это будет, но не знали, когда. И вот теперь оно случается. А вас ждет новость, какая-то совершенно просто из ряда вон. Никак вы не планировали в июне это услышать. А это случится. Ну, какое-то сообщение как от высших сил, от вашей судьбы. Ну, понятно, что оно на материальных носителях. Это может быть и письмо, и там какое-то сообщение. А другое, карта суд, советует вам быть готовыми к самым разным неожиданностям в жизни и учиться как-то заранее принимать неизбежность срока, каких-то роковых решений. Карта суд говорит, что в июне будут в жизни Водолея ситуации, с которыми ну, ничего нельзя поделать. То есть можно только вот выслушать какое-то решение, да, высшего суда и согласиться, и покориться, и пойти. Карта это описывает ну, частую такую неуправляемость во многих жизненных наших каких-то ситуациях. В общем, поверьте в то, что Вселенная лучше знает, что вам нужно. Вселенная все решит и совсем разберется. Встречайте перемены с благодарностью и воодушевлением. И я рада, что вам достались такие хорошие карты. Желаю вам содержательного июня и увидимся!